Всем привет! Это канал о вязании Азалия Нитин и я Вера. В этом видео я хотела бы показать и коротко рассказать, как связать шапочку с ушками для малыша 6-9 месяцев. Шапочка связана здесь с ушками для малыша и украшают шапочку ушки-мишки или мышки, даже не знаю на кого больше, это получилось похожим. Шапочка связана по кругу от центра полустолбиками с накидом. Дальше выполнены вот такие вот ушки. После того, как шапочка связана на нужную глубину, выполнены ушки и завязочки. Шапка обвязана столбиками без накида и отдельно связаны и пришиты вот такие вот два ушка. И давайте я вам расскажу, как я вязала эту шапочку. Я использовала вот такую пряжу Yarn Inspirations Bernat Baby Sport. Это 100% акрил, толщина 3 Light, 918 метров, 280 грамм. Крючок я использовала 3,5 миллиметра. И расход на шапочку всего 35 грамм. Шапочка связана полустолбиками с накидом. Итак, как же вязать шапочку? Для шапочки я использовала следующие мерки. Для малыша 6-9 месяцев. Обхват головы 43 сантиметра, а глубина шапки 16 сантиметров. То есть вот здесь вот 16 сантиметров. Вот так вот. А вот это вот окружность, обхват головы 43 сантиметра. И вот здесь вот можно связать образец с полустолбиками с накидом. И получилось вот по моему расчету, что нужно 72 петли. Должна быть окружность головы 72 петли. Ну, здесь я покажу, как вязать полустолбики с накидом, если кто-то затрудняется. Я набираю цепочку из воздушных петель. 9, 10. 10. Вот 10 воздушных петель набрала. Делаем накид, пропускаем 2 петли, в третью вводим крючок. Вот так вытягиваем рабочую нить, делаем накид и все 3 петли провязываем. Получается полустолбик с накидом. Ну вот еще раз накид делаем, вытягиваем рабочую нить и все 3 петли сразу. Это и есть полустолбиками с накидом. У меня здесь более толстая нитка пряжа, и поэтому образец другой плотности, здесь другая. А из той вот, которую я вязала пряжи, вот у меня получилось, что 16 столбиков, полустолбиков с накидом, это 9,5 сантиметров. Поэтому я провела расчеты и определила, что 43 сантиметра это 72 петли. То есть вот здесь вот по краю у меня должно быть 72 петли полустолбика с накидом. Количество петель должно быть кратно 8, и 72 как раз получается кратно 8. 9 рядов с прибавками нужно связать. Будем вязать по такой схеме. Набираем 3 воздушные петли. Я коротко покажу, не все. Итак, 1, 2, 3. Вот набрали. Замыкаем в кольцо соединительным столбиком. Можно вязать кольцо амигуруми, кто как любит. Ну вот я связала так. Дальше делаем 3 воздушные петли подъема и вяжем прямо в кольцо 8 полустолбиков с накидом. Даже не 8, а 7, здесь таблица ошибка, потому что первые 3 петли это и есть как будто бы первый полустолбик, так что на 1 меньше, чем я указала, 7, а всего вместе с петлями подъема будет 8. Ну вот я связала 1, второй полустолбик, 3, 4, ну вот 8. И теперь нужно сделать соединительный столбик вот в третью воздушную петлю подъема. Ну или 2 можно сделать.
Вот, провязываем соединительный столбик, и все, первый ряд готов. Дальше будет второй ряд, это в каждую петлю будет выполнена прибавка. Вот мы делаем 3 или 2, смотрите, как у вас аккуратнее получается. Значит, воздушные петли подъема, и поедем делать прибавки. В эту же первую петлю мы делаем второй, получается, полустолбик с накидом, то есть прибавка из двух петель, из одной петли 2 полустолбика. Вот во вторую вводим крючок, связали полустолбик с накидом, и сюда же в эту же петлю вяжем вторую, то есть из двух петель 4 петли уже удваивается количество столбиков, и в итоге в конце второго ряда у нас оказывается 16 полустолбиков с накидом. Ну а дальше вот вяжем по схеме, которую я тут справа указала. Вот у меня 16 полустолбиков связано. Каждый ряд у нас заканчивается соединительным столбиком, и следующий ряд начинается с воздушных петель подъема. Дальше у нас, смотрите, прибавка будет не в каждую петлю в третьем ряду, а через петлю, то есть петля с прибавкой, потом просто без прибавки, один полустолбик, потом прибавка. Ну и так вот мы чередуем, посмотрите, до тех пор, пока в конце 9 ряда у нас не окажется нужное количество столбиков 72, то есть 9 рядов с прибавками будет. Вот, можно посчитать на готовой шапочке ряды с прибавками. Вот первый ряд, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот до сюда я делала прибавки. Здесь уже 72 петли у нас есть. И дальше я вязала по прямой, без прибавок, по кругу, пока величина вот эта вот не будет равна 16 сантиметров. А после этого нужно уже будет вязать, вот здесь ряд видно, что такое типа шовчика что-то, соединительные столбики, петли подъема. Ну, если не делать этот шовчик, вязать по спирали, ступенька получится некрасивая. Поэтому я сделала вот таким образом. Чтобы начать вязать ушки, нужно определить, на каком расстоянии от центра, от заднего шва их нужно начинать вязать. Это расстояние определяется следующим образом. Мы делим все петли на 5 частей, то есть 72 петли делим на 5. 1/5 пойдет на затылок, еще 1/5 на одно ушко, 1/5 на второе ушко и 2/5 это перед. Ну, если посчитать это все в петлях, то 14 петель, 14, 14 и наперед 30 петель. Но это я округлила, там не такие ровные цифры. Итак, как же вязать ушко? Попетельно я не снимала, но я расскажу на словах. Отсчитываем вот здесь от центра, вот от этого шовчика видно, он. Отсчитываем 7 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но здесь вот обвязка, вот он первый был столбик, 2 воздушные петли подъема. И вяжем вот 14, то есть 13 плюс вот эти петли подъема, полустолбиков, связали, развернулись и пошли вязать обратно. Сделали 2 воздушные петли подъема, и 2 воздушные петли это как будто бы уже первый столбик, то есть вот нужно сократить число столбиков на 1 и вязать уже не 13, а 12 полустолбиков. Поэтому вот у нас будет первый столбик, 2 воздушные петли, над вторым уже вот начинаем вязать, и в конце там получается над воздушными петлями предыдущего ряда не провязывать столбик, и у нас меньше получается. И таким образом у нас каждый ряд уменьшается на 1 полустолбик, а в 5-м ряду нужно в середине ряда будет сделать убавку, 2 полустолбика с накидом провязать вместе. Так, 3, 4, вот 5-й ряд, вот видна эта убавка. То есть я вот провязала 2 воздушные петли подъема, потом
3 полустолбика с накидом, потом сделала убавку 2 полустолбика с накидом, провязала вместе, а потом еще до конца ряда 4 полустолбика. Затем развернулась. 6-й ряд у нас без убавок, а 7-й ряд с 2 убавками. Вот 2 убавки, значит 2 воздушные петли подъема, затем сразу же убавка, потом 1 полустолбик с накидом, снова 2 убавка и 1 полустолбик с накидом. Дальше 8-й ряд без убавок, 2 воздушные петли подъема, 3 полустолбика с накидом, и последний 9-й ряд, там просто 1 воздушная петля и соединительный столбик. У нас останется 1 петля, и из нее нужно сделать завязочку. Как делать завязочку? Набрать 60 воздушных петель и связать вот один ряд соединительными столбиками, вернуться назад. И после этого обрезать нитку, точно так же связать 2-е ушко и завязочку. Опять вот. Здесь уже можно будет не обрезать нитку, а перейти на обвязку столбиками без накида. Здесь вот видно, что я нить не обрезала, так обвязкой пошла у меня по кругу. И вот здесь вот я сюда же и вернулась и обрезала нитку. И останется только выполнить ушки. По ушкам я не снимала мастер-класс, но вот на другой пряже я свяжу ушко, покажу. Вот отсюда начинается ушко от центра и вяжется по кругу, затем складывается пополам, обрезается нить и ушко пришивается к шапке. Итак, смотрим, как вязать. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Вот 6 воздушных петель. А дальше будем вязать вот по схеме, которую я указала справа. Во 2-ю петлю от крючка будем вязать столбик без накида. Вязать будем за заднюю дугу петли, чтобы было аккуратнее. Вот так, столбик без накида. Затем еще 3 столбика вяжем без накида. Так, 1, 2 и 3. В крайнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Сделали. Теперь переходим на обратную сторону. И здесь надо вот ввязать этот хвостик в косичку, вот в полотно. Вяжем 3 столбика без накида. Вводим крючок вот под косичку, вот так вот. Столбик без накида у нас. Еще в следующую 2-й столбик. И в следующую петлю 3-й столбик без накида. Вот 3 столбика связали. И дальше в последнюю петлю нужно связать 2 столбика без накида. Один. И 2-й. И закончить ряд соединительным столбиком. Все, 1-й ряд готов. Дальше начинаем 2-й ряд. 1 воздушная петля подъема, 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дошли до крайней петли.
и вяжем туда 3 столбика без накида в одну крайнюю петлю. Вот это вот боковая петля. 1, 2, 3. Потом на обратной стороне у нас 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И потом 3 столбика без накида в одну петлю в крайнюю. 1, 2 и 3. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в первую петлю. Это был второй ряд. Дальше третий ряд. 1 воздушная петля подъема, 6 столбиков без накида, 1, в следующую петлю 2, в следующую петлю 3, 4, 5, 6. Дальше в боковую петлю 3 столбика без накида, 1, сюда же в эту же петлю 1, сюда же 2 и сюда же 3. Затем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Остается у нас следующая петля, 3 столбика без накида вяжем. 1, сюда же 2, сюда же 3, и остается у нас 1 петля. Вяжем в эту петлю просто в следующий столбик без накида и заканчиваем ряд соединительным столбиком в первую петлю. Все, ряд закончен. Такой же у нас овал получается. А потом с 4 по 7 ряды мы вяжем в одну петлю 1 столбик без накида, без прибавок. Ну, поехали. 1, 2. Ну, тут легко, я все это не буду показывать. Так вот, вяжем в каждую петлю по 1 столбику. Вяжется очень быстро такое ушко. Ну вот у меня 5 рядов связано, еще 2 ряда осталось. Все, 7 рядов я связала. Уже вот так вот сгибается пополам. Здесь у нас вот была эта цепочка из 6 воздушных петель. А вот здесь вот так вот можно и пришить либо сразу за 2 части, либо соединительными столбиками можно соединить. Даже я, по-моему, на своей шапочке не 7 рядов, а 8 связала. Можно вот так соединительными столбиками провязать ряд, чтобы пришивать за одну часть только. Ну и можно, чтобы пришивать не за 2 края, а всего лишь за 1, объединить эти 2 края. Соединительный столбик я не заканчиваю в последнем ряду, а ввожу крючок сразу за 2 края. За 2 петли делаю соединительный столбик. И вот так за 2 петли я ввела крючок, в 2 петли соединительный столбик. Опять в 2 петли соединительный столбик. То есть сшивается у нас оба края ушка. И вяжем так до конца ряда. Все, провязала последний соединительный столбик.
Нужно будет закрепить нить, обрезать. Кончик нужно оставить длинный, чтобы пришить к шапке ушко. Такое вот аккуратное получается ушко. Вяжется очень быстро, моментально просто. Пришивала я обычной иглой. Вот такая шапочка у меня получилась. На этом я заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы. Ну а мы увидимся с вами в моих следующих видеороликах. Я желаю всем творческих успехов и хорошего настроения. И всем пока!